Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Давно я не делал видео из этой рубрики, но нужно исправляться. Я очень люблю японский фольклор и хочу поделиться им с вами. Я уже рассказывал в предыдущих видео о том, кто такие йокай. Посмотрите по аннотации на экране или по ссылке в описании. Сегодня я хотел бы рассказать вам о японских призраках и привидениях. Хоть их и считают частью йокай, но все же выделяют в отдельную группу юрей, что дословно можно перевести как «неясный дух», ведь призраки в основном прозрачные, или же переводится как «потусторонний дух». Давайте постараемся подробнее разобраться в том, кто такие юрей, японские призраки. Юрей при жизни всегда был человеком, поэтому после смерти обычно выглядит так же, как человек, одетый в ту же одежду, в которой умер, либо в погребальный костюм. За многовековую историю существования этого мифологического существа его внешний вид претерпел множество изменений. В период Эдо появилось более четкое определение японского призрака и стали считать, что юрей – это человек, облаченный в белые одеяния, с белым треугольным колпаком на голове и согнутыми в локтях руками с висящими вниз кистями. Ног у призрака не было, и он словно парил в воздухе. Еще говорили «Ашиганай юрей», что дословно можно перевести как «призрак без ног». Таким внешним видом юрей отчасти обязан художнику Маруями Окё, который был невероятно популярен в то время и в своих картинах часто изображал мифических существ. Также одной из причин отсутствия ног называют, что у призрака больше нет связи с землей, как у живого. Стоит сразу сказать, что японских призраков великое множество, и делятся они почти на десяток типов, в зависимости от того, как умер человек. Если человек умер в море, то его называют фуна-юрей, что значит корабельный призрак. Души павших на поле боя солдат называют эйрей. Они безобидны и чаще всего бродят на месте бывших боевых действий, где скорее всего и встретили свой конец. Есть еще призраки, которых называют голодными. Если при жизни человек был плохим, много врал, подставлял других людей, наживался на чужом горе, убивал и прочее, то после смерти его душа не найдет покой, и он будет вечно скитаться в виде призрака, с постоянным чувством голода, который невозможно утолить. Либо обязаны будут питаться мусором и мертвой плотью, вызывающим у них отвращение. Это что-то вроде такого наказания за грехи при жизни. Единственный вариант упокоить душу – это запечатать ее, проведя соответствующий ритуал. Но как же люди становятся призраками? В Японии считается, что у каждого человека есть душа – рейкон, которая после смерти отправляется в потусторонний мир. Но чтобы душа успокоилась, необходимо, чтобы выполнилось два условия. Во-первых, ушедшего человека ничто не должно терзать перед смертью, а во-вторых, должен быть правильно проведен обряд погребения. Если человека убили или он испытывал перед смертью очень сильные чувства, такие как любовь, ненависть, зависть, печаль и другие, то он может вернуться в наш мир в виде юрея. Его душа не упокоится, пока он не завершит свои незаконченные дела. Если девушка сильно кого-то любила, но так и не сказала об этом, то она сможет спокойно уйти, когда донесет свои чувства. Другие же призраки приходят, чтобы указать на убийцу или помочь найти свое тело. Некоторые для того, чтобы помочь родным, или даже увидеть рождение своего ребенка. Причин может быть великое множество, но все призраки приходят одержимые своим незаконченным делом, которое может даже изменить их личность, отчего они станут не совсем похожи на себя при жизни. Стоит понимать, что не все юрей добрые, и некоторые не смогут упокоиться, пока, например, не умрет другой человек. Отличительной особенностью призраков от других йокай или монстров является то, что их зачастую могут видеть только те, с кем они как-то связаны, или перед кем хотят показаться. Некоторые призраки, вернувшись в наш мир, могут обратиться в демонов или в каких-то злых йокаев, если их душа так и не смогла найти покой. Единственный способ успокоить юрея – это помочь ему закончить его последнее дело в этом мире, либо насильно изгнать с помощью ритуалов. В период Эдо этим занимались синтоистские монахи и экзорцисты. Отогнать духа можно с помощью специальной полоски бумаги, называемой офуда,
на которой написаны имена различных божеств. Чтобы, например, защитить дом, такую бумажку достаточно прилепить на двери и окна. Бывают случаи, когда призраки приходят ради великой цели, либо спасают кого-то от неминуемой гибели, и в последующем, вместо того, чтобы упокоиться, они сами становятся божествами. Иногда Юрей может быть настолько похож на человека, что можно даже не понять, что перед вами стоит призрак. Интересно, что почти все Юрей – женщины, хотя изредка бывают и мужчины. Считается, что женщина может переживать более сильные эмоции, в то время как мужчины имеют более твердый и устойчивый характер. Напоследок могу сказать, что в японской мифологии большинство призраков приходят сказать спасибо, прости и признаться в любви. Поэтому, наверное, нам при жизни стоит чаще быть искренними с дорогими нам людьми, чаще благодарить их, просить прощения и говорить слова любви, чтобы не приходилось делать это потом. Ну что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Впереди нас ждет еще много интересных роликов. Не забывайте, что вы можете подписаться на канал, оставить комментарий и поставить большой палец вверх. До встречи в других видео, друзья. До свидания.